Ты наконец-то решил поднять зад с дивана и начать тренироваться. Красава. Но тут встает вопрос на миллион. Пойти в качалку, чтобы тягать железо под крики потных мужиков, или отправиться на турники, где из зрителей у тебя только бродячие собаки и бабушки на скамейках. В одном углу ринга калистеника. Ты, гравитация и ржавая перекладина. В другом тренажерка. Абонементы, очереди, нажим лежа и селфи в зеркале. Оба пути сделают тебя машиной, но какой из них не даст тебе слиться через неделю? Для сравнения я выделил 5 основных критериев оценки. Давай разбираться. Критерий первый. Входной билет для новичков. На бумаге калистеника кажется элементарной. Упал, отжался. Но реальность кусается. В этом спорте просто не существует легкого режима. Большинство новичков на первой тренировке едва вымучивают 5 кривых отжиманий. А подтягивание для них — это вообще полет на Марс. Почему? Да потому что ты поднимаешь весь свой вес с первого же дня. Весишь 60 килограмм или 100, гравитации плевать. Это как запустить игру сразу на уровне хардкор, пропустив обучение. По сравнению с этим, зал — это настоящий санаторий для начинающих. Гантели начинаются с 2 килограмм. Легче, чем пакет с продуктами. А тренажеры буквально ведут тебя по траектории, как ребеночка за ручку. Ты садишься в блок для тяги, выбираешь самый крошечный вес и уже через 10 минут чувствуешь себя атлетом. Для большинства людей путь через железо — это самый короткий и безболезненный вход в мир спорта. Но что насчет силы? Калистеника — это про функционал. Твои мышцы учатся работать как единый механизм. Ты не просто выглядишь сильным, ты реально управляешь своим телом в пространстве. Флажок, горизонт, передний вис — это магия, которую не купишь никакими протеиновыми коктейлями. Зал же — это бесспорный король объемов. Если ты хочешь ноги как у Халка, одними приседаниями на одной ноге, пистолетиками, ты этого не добьешься. Чтобы построить реальную массу, тебе нужно вешать блины на штангу и давить их изо всех сил. Если твоя цель — максимальная симметрия и размер, чтобы тебя было видно из космоса, то тренажерный зал — твой лучший друг. И главный вопрос: как отследить успех? В зале прогресс линейный и понятный, как таблица умножения. Сегодня пожал 50 килограмм, через неделю 52. Цифры в блокноте растут, дофамин зашкаливает. В калистенике же твой прогресс — это игра в долгую. Ты не можешь просто накинуть веса. Тебе нужно менять саму механику движений. Переход от обычных отжиманий к отжиманиям на одной руке может занять месяцы унизительных попыток. Кстати, если ты не хочешь тратить те же самые месяцы, а прогрессировать в калистенике максимально быстро и последовательно, скачивай наше новое приложение с тренировками по калистенике. Благодаря ему ты будешь точно знать, какие именно упражнения, в какой последовательности и с какой техникой нужно делать, чтобы не топтаться на одном месте. Если тебе нужны более быстрые и понятные цифры, выбирай скоростную трассу в зале. Но если ты кайфуешь от самого процесса изучения крутых навыков и готов к долгой дисциплинированной пахоте, калистеника предложит тебе путь, который не сравним ни с чем. Критерий второй – похудение. Давайте снимем розовые очки и обратимся к науке. Если ваша главная цель сбросить 20 килограммов, то ни турник, ни штанга сами по себе не являются волшебной палочкой. Жиросжигание — это математика. Дефицит калорий решает все. Но то, как ваше тело будет избавляться от балласта в разных условиях, это две абсолютно разные истории. Калистеника для человека с лишним весом — это налог на движение. С точки зрения биомеханики, каждые лишние 5-10 килограмм жира в калистенике работают как утяжелители, к которым вы все еще не готовы. Если ваш индекс массы тела выше нормы, обычные подтягивания превращаются в экстремальную нагрузку на связки и локтевые суставы. Научный факт: в калистенике интенсивность упражнений диктуется вашим телом. Вы не можете уменьшить гравитацию. Для человека весом 110 кг обычное отжимание по нагрузке на плечевой пояс может быть эквивалентно тяжелому жиму лежа. Это прямой путь к травме, а не к здоровью. Зал в этом плане действительно более гибкий и безопасный инструмент. Здесь вступает в игру принцип масштабируемости. В зале вы можете выполнять те же паттерны движений, вертикальные и горизонтальные тяги, но выставлять на тренажере лишь 30-40% от своего веса. Это позволяет укреплять мышцы и жечь калории, не перегружая суставы, которые и так страдают от лишнего веса. Плюс не забывайте про эрос-эффект, так называемый. Избыточное потребление кислорода после тренировки. Тяжелая силовая тренировка в зале с базовыми упражнениями разгоняет ваш метаболизм на 24-48 часов после выхода из раздевалки, а наличие кардиозоны позволяет держать пульс в зоне жиросжигания, то есть 60-70% от МЧСС. При этом держать максимально долго и стабильно, чего сложно добиться на турниках без специальной подготовки. Мой вердикт по жиросжиганию: если у вас действительно много лишнего веса, начинать с калистеники — это как пытаться запустить ракету с перегруженным баком. Вы просто перегорите. Зал даст вам возможность срезать углы, использовать эллипс для безопасного кардио и тренажеры для подготовки мышц. Но как только вы скинете первые 10-15 килограммов, калистеника станет вашим лучшим другом.
Почему? Да потому что в ней каждое потерянное кило жира — это автоматический прогресс в упражнениях. Вы становитесь легче, а значит сильнее относительно собственного веса. Это дает невероятный психологический буст, который не заменит ни одна цифра на весах. Кстати, вопреки всему, вот тебе пример того, что с лишним весом можно начать с калистеники, даже если это не так называемый easy mode. Критерий третий – финансы и комфорт. Давайте честно, абонемент в зал – это минус пару тысяч в месяц. А если там есть сауна и смузи-бар, то готовьтесь отдать почку. Плюс дорога, очереди у кулера и вечный поиск свободных блинов. Калистеника – это торжество бесплатности. Твой зал – это весь мир. Парк, площадка, дверной проем в квартире или даже ветка дерева. Гравитация не выставляет счета в конце месяца. Единственный твой расход — это пара перчаток, чтобы не содрать мозоли до мяса. Это первобытный дикий драйв. Никаких гламурных тренажеров и блинов. Только ты один на один с турниками и брусьями. Ты превращаешь свое тело в живой механизм, который учится толкать, тянуть и выжимать собственный вес. Сначала ты грызешь базу: отжимания, подтягивания, брусья. Но как только ты переходишь на уровень про, ты открываешь такие ачивки, как планж, передний вис или выходы силой. Вещи, которые для обычного качка кажутся магией вне Хогвартса. На другом конце ринга тренажерный зал. Это жизнь среди железа, тросов и блестящих машин. Здесь ты не просто тренируешься, ты строишь себя как архитектурный объект. Хочешь бицепс побольше? Просто переставь фиксатор на плитку ниже. Ты буквально в реальном времени видишь, как растут твои объемы, просто добавляя по паре килограммов на штангу каждую неделю. Но прежде чем мы сравним форму атлетов из обеих дисциплин, давай обсудим то, что заставляет многих слиться еще до первой тренировки. Это деньги. Калистеника — это абсолютный ноль в графе расходов. 0 за абонемент, 0 за вход, 0 оправданий. Зал — это вечная статья расходов. Даже за самый подвальный фитнес ты отдашь от $40 в месяц. Хочешь сервис, сауну или протеиновые коктейли в баре — готовь $100 ежемесячно. А если решишь собрать качалку дома, штанга, блины, стойки, ты выкинешь штуку зелени еще до того, как сделаешь первый подъем на бицепс. В битве кошельков калистеника просто нокаутирует зал. Это спорт для тех, кто ценит свободу и не хочет платить за право быть сильным. Ну, конечно же, тут есть свои нюансы. Критерий номер 4. Фактор железной дисциплины. В зале всегда плюс 22, ну или больше. Играет фоновый лаунж, а из кондиционеров дует приятный бриз. Уютненько, да? Ты заходишь туда как в спа-салон, где иногда нужно попотеть. Калистеника — это не про комфорт, это школа выживания. Попробуй выйти на площадку, когда на термометре минус 20. Город завалило снегом, а на турнике слой иния. Твои ладони примерзают к металлу через тонкие перчатки, а каждое дыхание обжигает легкие. В такие моменты твой мозг шепчет: зачем нам это надо? Пойдем домой, там чай и YouTube. Именно в этот момент рождается мастер дисциплины. Это не просто тренировка мышц, это ковка стального характера. Если ты заставил себя делать выходы силой, когда в лицо летит ледяная крупа, тебя в этой жизни уже ничего не сломает. Никакой дедлайн, никакой кризис и никакие бытовые проблемы не сравнятся с этой борьбой против стихии. Пока качки ищут оправдания, почему они не доехали до зала, то пробки 10 баллов, то кроссовки забыл, то абонемент просрочен, ты уже закрыл базу у себя под окном. Твой зал открыт 24/7, 365 дней в году. У тебя нет администраторов, нет очередей и нет зависимости от того, дали ли свет в местном ТЦ. Это и есть абсолютная свобода. Ты хозяин своего тела и своего времени, а не заложник клубной карты. И, наконец, критерий 5. Главная проблема. Многие не учитывают один крайне важный нюанс. Изолированные тренировки в зале — это прекрасно, но еще более прекрасно, если ты на фарме. Однако же, если взять двух атлетов, которые тренируются натурально, особенно если атлет калистеники использует в своих тренировках отягощение, то разница в объемах хоть и будет, но не такой разительной, как вы бы могли подумать. Например, поставим слева спортсмена, который точно тренируется натурально — Миша Борейко. И сравним его с атлетом из калистеники, например, Вадимом Олейником. Как видите, разница не космическая. Однако тут, конечно же, стоит учитывать и фактор генетики, ведь если мы поставим на место Вадима того же Виталия Фищука, то на его фоне уже кажется, что именно Миша является атлетом калистеники, просто потому что генетическую лотерею выиграл именно Виталий. Так в чем же главный минус калистеники и почему она подходит не всем? На самом деле все просто. В зале более понятный прогресс. Добавил 2 килограмма на штангу — ты молодец. А на турниках прогресс часто стопорится, потому что ты не знаешь, что делать дальше,
дальше после 10 подтягиваний ты просто застреваешь на одном уровне и не знаешь, какие подводящие делать, чтобы расти дальше. Вот, например, у нас недавно в чате спрашивали, почему я могу поднимать ноги в висе на пресс в таком амплуа раз 20, а передний вис не могу сделать даже с зеленой резинкой. Как быть? Мы решили эту проблему систематизации прогресса, создав наше собственное приложение, которое называется Meme Workout. Это что-то вроде личного тренера в кармане, который за руку проведет тебя от обычных отжиманий до крутых элементов. Внутри есть четкие программы тренировок как базы, так и элементов. Прогрессия, которая реально работает. И никаких гаданий, что мне делать сегодня на площадке. Вот такие результаты можно получать в форме, а вот такие в элементах. И все это в одном месте. Заходи по ссылке memeworkout.com, забирай план и начинай превращать свое тело в машину, которой не страшны ни снег, ни минус 10, ни отсутствие железа под боком. Все ссылки будут в описании. А я надолго не прощаюсь, еще увидимся.